Всем привет, друзья! Вы любите пощекотать свои нервы или ощутить леденящий ужас? Если да, то вы не одиноки. У хоррор-жанра в кинематографе миллионы поклонников, которые любят провести вечер в напряжении и страхе. Кстати, в среднем фильм ужасов помогает сжигать на 35% больше калорий, чем в том же положении, сидя, но при выключенном экране. Уверен, вам будет интересно узнать, какие фильмы считаются самыми страшными. Итак, поехали! «Психо». Возможно, это не самый страшный фильм по современным критериям, но в мировом масштабе он известен тем, что изменил кинематограф навсегда. Фильм, снятый Альфредом Хичкоком, показывает, как при помощи легких намеков и звуков можно до смерти напугать зрителя. И этот фильм можно смело считать отцом всех ужастиков и триллеров. «Изгоняющий дьявола». Эту ленту авторы называют самым страшным фильмом всех времен. И с ним трудно не согласиться. Главная героиня – дочь известной актрисы, которая вдруг начинает вести себя не совсем адекватно. Приглашенный для консультации священник ставит ужасный диагноз. В девочку вселился дьявол, который руководит ее поступками. Помимо самого фильма, также самое страшное – это то, что к окончанию съемок умерло 9 человек, включая 2 актеров, а на съемочной площадке происходили необъяснимые и часто пугающие вещи. «Оно». Образ злобного и жестокого клоуна, по вине которого в маленьком городке начали пропадать дети, может преследовать впечатлительных зрителей гораздо дольше, чем длится сам фильм. Подготовка к съемке картины заняла 7 лет, и одновременно с режиссером сменился почти весь съемочный состав. Но результат того стоил. Теперь при посещении цирка впечатление от клоунов будет ассоциироваться не только с юмором. И вам, я думаю, надолго запомнится улыбка Пеннивайза. «Комната 1408». Отличный хоррор, снятый о писателе, который собирает информацию для книги про отели, в которых происходят паранормальные явления. Главный герой заселяется в таинственный номер с табличкой 1408, и этот номер закрыт абсолютно для всех посетителей уже многие годы, из-за того, что там никто не выживал в течение 1 часа. Фильм снят по рассказу Стивена Кинга, который черпал вдохновление из реальной истории, рассказанной настоящим парапсихологом. У фильма также присутствует несколько концовок, так что если вы видели только одну, то это отличный повод пересмотреть картину еще раз. «Звонок». Японский фильм, переснятый на американский лад, стал по-настоящему культовым, а его сюжет до сих пор считается эталонным в хоррор-жанре. В нем нет потоков крови и ужасных криков. Он здорово щекочет нервы благодаря внезапным звукам телефонного звонка, который раздается после просмотра роковой кассеты, а также вида девушки с длинными мокрыми волосами и белом одеянии, которая вылазит из телевизора. Фильм имеет несколько частей, которые по остроте ощущений не отстают от первой части. «Зеркала». В наше время зеркала окружают нас повсюду, и режиссерам удалось привить человечеству еще один страх. Сюжет фильма развивается вокруг детектива Бена Карсона, которого около года назад отстранили от должности. В итоге он начал много выпивать. За неимением денег он устраивается на работу охранником. А в начале фильма нам показывают то, что произошло с прошлым охранником. Его убили зеркала. И это же ждет главного героя и его семью. Учитывая, какие страшные вещи происходили с персонажами в фильме, думаю, многие после просмотра несколько дней точно боялись смотреть в зеркало. «Астрал». Духи и паранормальные явления встречаются, увы, и в реальном мире. Отец и мать переезжают с детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать свои вещи, как начинают происходить странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, а в детской звучат странные звуки. Но по-настоящему кошмар начинается для родителей, когда их 10-летний сын впадает в кому. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что их сын в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром. «Астрал», на мой взгляд, это один из лучших фильмов ужасов последнего времени. Он снискал звание одного из самых страшных и неожиданных произведений. А какие вы знаете страшные фильмы? Пишите свои варианты в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Киноруш, увидимся в новом видео. Пока-пока.